Крия – это действие на пути к высшему. Каждый раз, когда человек рождается, он рождается с определенной целью. Это высокая цель – самореализации. Каждый человек, который приходит на Землю, он рождается с одной целью, большой целью. По пути обретает очень малые, много-много малых, как говорится, каких-то желаний. Возникают у них малые цели, так называемые. Когда человек рождается, он обретает знания. Постепенно эти знания превращаются в личный опыт. Когда я родился, у меня было ощущение, что мне нужно чего-то добиться в этой жизни. Да, я, как все дети, играл, но качество игры у каждого свое. У меня внутреннее видение было. С самого детства были ощущения, что этот мир не совсем такой, как я его вижу. Точнее, я видел его не совсем так, как видели все остальные. Очень много интересных событий сопровождало меня. Музыка, различные образы, существа, которых я иногда видел. Но я об этом не мог сказать, потому что не все в это верили. Дети же ведь очень часто фантазируют. Соответственно, это все фантазии. Набегался, устал, отдохни, ложись спать. Это тебе показалось. На самом деле такого не бывает. Поэтому ты это несешь в себе, но ты несешь в себе самое главное. Кто такой Бог и для чего ты пришел? Откуда ты пришел и куда ты уйдешь? И вот в зрелых, уже в юношестве, скажем так, у меня очень огромное желание было заниматься чем-то очень мистическим. На тот момент были различные секции, которые были и под запретом, и как-то разрешались. Я занимался боевыми искусствами, изучал дао, изучал мистику. Так, как это возможно было изучить на тот момент. Вспоминал очень многое. Потом 2 года службы в армии. Там тоже занимался, чем мог. Но вот когда я приехал, я уже четко для себя определил, что моя цель – это освобождение. И вот с этого момента началась очень мощная работа. И вот эта цель освобождения преследовала меня, в хорошем смысле, каждый день. Это много часов работы над собой, помимо основной работы, помимо помощи семье и все такое. Я занимался очень многими направлениями, системами, также изучал раджа-йогу, занимался тем, что делал пранаямы, достаточно суровые пранаямы. Была группа людей, с которыми я работал вместе, соратники. Мы также занимались боевыми искусствами, это древние направления, различные полувнутренние и внутренние системы в первую очередь. Так вот, не ради боевых искусств, а ради алхимии тела, соответственно. И все это вместе, в совокупности, это личный опыт. Это, конечно, я очень поверхностно рассказываю, потому что за короткое время нельзя обо всем рассказать. Но я хочу сказать, что мне всегда помогали учителя, которые приходили в тонких телах и показывали мне очень многое. И это не один раз. И приходил Сай-Баба, который давал мне благословение и показывал очень многое. Давал мне возможность вспомнить очень многое. Но я вспоминал тогда, когда работал над собой. Это не просто тебе дают, и ты ничего не делаешь. Ты практикуешь. Потом у меня был опыт умирания в течение недели, где это тело перешло в другое состояние, а потом вернулось снова, прямо говоря. И это очень интересный опыт. Затем спонтанно возникали состояния глубоких медитаций и самадхи. Затем эти спонтанные состояния превращались в осознанное практикование и достижение состояний глубоких молитвенных, медитативных и самадхи. И, соответственно, продолжая молиться о том, чтобы бессмертный гималайский святой Бабаджи дал мне посвящение, опять же, не для меня одного, но все же. Я получил это посвящение благодаря его милости. Это был 2002 год. И вот с этого момента у меня началась уже работа непосредственно в крие, а до этого была подготовка.
собирание всего того, что я знал, в кучу личного опыта, определение еще многих других направлений, как принцип единства. За это время мне удалось понять, что все религии есть суть одно, и это не интеллектуальное понимание, это опыт личный, внутренний. Естественно, через этот принцип единства. Изучая различные другие методы, по возможности вспоминал то, что я из себя представляю. Вот я и в Крие. И с 2002 года я находился уже в состоянии, будучи посвященным, в состоянии того, кто практикует святую науку крия-йогу. И с 2003-2004 года уже началось преподавание. Опять же, я не собирался преподавать, я даже не стремился к этому, но Бабаджи все так сделал, и Сай Баба дал благословение и сказал, что реализация – это твоя личная цель, богореализация – это дело времени, но на пути к этому ты можешь очень многим помочь встать на путь также. И тогда я попросил у Сай Бабы, чтобы там, где я был, чтобы он всегда присутствовал и давал его великое благословение, когда будет такая работа. И в ночь на Махашиваратри он мне дал такое благословение. Это очень серьезные процессы. И благодаря вот этой вот силе, которая есть Шактипат, в 2003 году Баба передал вот эту силу. Благодаря этой силе мы и живем все. Когда человек говорит, что я всего добился, этот человек ничего не понимает. Невозможно якать все время, потому что есть единое присутствие Бога. Вы либо сосуществуете с этим в дистанции, либо осознаете, что вы и Он едины. Это следующий этап. Тогда я исчезает вообще. Я имею в виду эгоистическое я. И остается то высшее, чем вы являетесь на самом деле. Но если еще нет такой дистанции, тогда вы говорите, что все благодаря Богу, все заслуги, все результаты у Бога. Это правильно. И развиваете аспект бхакти, любви к Богу, преданности, служения. Все это есть элементы крия, потому что крия – это величайшее действие на пути к вашей цели. Цель – это единство. Соответственно, когда вы находитесь в единстве, пусть даже еще дистанцированы, но уже в единстве, то вы становитесь великим сотрудником Творца. И это величайшее благо. От этого отказаться нельзя было, поэтому я занимаюсь преподаванием. Это кратко о жизненном пути. Но была еще музыка, я не сказал об этом. Она и сейчас есть, потому что Бог есть звук. Звук – это музыка. Звуки открывают сердце, открывают сознание. Великий звук Омкар Пранава, или то, что называется Шабда Брахман, Аум, Ом, это тот звук, который фактически является всеобъединяющим, все объединяющим, все поддерживающим. Это и есть самая лучшая музыка. Бог есть звук и свет. Вот, собственно говоря, вся жизнь.